Мужчина, переступивший порог ветеринарной клиники, выглядел крайне растерянным. В его руках дрожал крошечный, ослабленный котенок. Он выглядел измученным и грязным, а когда малыш поднял голову, ветеринар был поражен увиденным, у него отсутствовал один глаз. Мужчина рассказал, что нашел котенка на улице в таком состоянии. Он не знал точно, что произошло, но предположил, что бедняга мог стать жертвой человеческой жестокости, возможно, детей, которые поиграли с ним и бросили, когда стало неинтересно. Сказать наверняка, что случилось, было невозможно, но одно было очевидно – малышка нуждалась в немедленной помощи. Ветеринар не стал терять времени. Срочное вмешательство – единственное, что могло спасти крошку. Врач начал готовить ее к операции, понимая, что каждая минута на счету. Мужчина, принесший котенка, пообещал, что вернется за ним на следующий день, заберет домой или хотя бы устроит ей место в своем подъезде. Однако ветеринар не до конца понял, насколько серьезно этот человек был готов взять на себя ответственность за животное. На следующий день, как и через день, мужчина так и не появился в клинике. Он несколько раз звонил, спрашивал, как чувствует себя котенок, уверял, что скоро приедет, но этого так и не случилось. Врачи постепенно начали понимать, что он попросту не собирается забирать малышку. Тем временем, котенку, которую позже назвали Соней, в клинике выделили небольшое, но теплое местечко. Сотрудники оборудовали ей коробку с мягкими пеленками, кормили и ухаживали за ней. Каждый день пребывания Сонечки в клинике увеличивал стоимость ее лечения, сначала операция, затем восстановление, медикаменты, стационар. В итоге сумма достигла 25 тысяч рублей. Сотрудники клиники решили связаться с мужчиной, чтобы окончательно выяснить его намерения. Они прямо спросили его, планирует ли он действительно забрать кошку. Если нет, они сами постараются найти для нее дом. Услышав это, мужчина приехал в клинику, но не для того, чтобы забрать Соню, а чтобы официально отказаться от нее. Оставшись без хозяина, Соня стала подопечной волонтеров. Чтобы погасить долг перед клиникой, неравнодушные люди организовали сбор средств. Благодаря помощи добрых людей, необходимая сумма была собрана, и вопрос с оплатой решился. Теперь впереди был еще один, более важный шаг – найти малышке дом, где она будет любима. Когда Соню осмотрели внимательнее, у волонтеров появились сомнения в том, что она действительно была бездомной с рождения. Она очень напоминала мейн-куна, кисточки на ушах, мощные лапки со снегоступами, пушистая шерстка. Все говорило о том, что у нее благородные корни. К тому же, ее поведение совсем не напоминало уличного котенка. Она доверчивая, ласковая, тянулась к людям и с удовольствием шла на контакт. На тот момент Соне было около 1,5 месяцев. Возраст, когда котята еще очень хрупкие, но уже начинают проявлять характер. Несмотря на тяжелые испытания, которые выпали на ее долю, малышка не утратила доброты. После выписки Сонечку поселили в Лукошке, где она быстро почувствовала себя в безопасности. Ей дали мягкий плед, теплую лежанку, накормили вкусным кормом. Теперь главная цель – полностью вылечить ее, откормить, окружить заботой и найти для нее семью, которая больше никогда не предаст.